С вами канал «Фронтовая кинолетопись», и сегодня вашему вниманию личные съемки офицеров вермахта «Сражение за Керчь» в рамках операции «Охота на дров», в ходе которой в мае 1942 года войска Крымского фронта потерпели сокрушительное поражение. В конце декабря, начале января советское командование провело Керченско-Феодосийскую десантную операцию, отбив у противника Керченский полуостров. На волне успехов в битве за Москву 5 января в Кремле состоялось заседание Ставки, на котором было принято решение немедленно развернуть наступление на всем пространстве от Балтийского до Черного моря. На юге ставилась задача полностью освободить Крым, снять осаду Севастополя и продвигаться на юг Украины через Перекоп. 28 января был образован Крымский фронт под командованием генерал-лейтенанта Козлова. Общее наступление Красной армии к концу марта выдохлось, и в середине апреля Ставка приказала перейти в Крыму к обороне. Но на деле руководство Крымского фронта саботировало указания Ставки и не сумело организовать прочной обороны. В частности, не сосредоточило артиллерию на танкоопасных направлениях, не создало подвижных резервов в глубине оборонительных позиций. После посещения Керченского полуострова начальник штаба инженерных войск Красной армии генерал-майор Галицкий писал: «Оборонительный рубеж еще и не думали строить. Позиции представляют собой тонкую линию из противотанкового рва, который выгорели еще в августе 1941 года, и проволочных заграждений. Командные пункты плохо замаскированы, передний край минами не прикрыт». Многие участники тех событий и современные историки практически единодушно называют главным виновником поражения Льва Мехлиса, заместителя наркома обороны. Он прибыл в Крым в качестве полномочного представителя Ставки. Мехлис породил настоящее двоевластие, отдавая приказы через голову прямых начальников. Постоянно отправлял доклады и телеграммы с доносами на старших офицеров. Он до последнего отказывался верить в скорое наступление немцев. Адмирал Кузнецов вспоминал, что всякий разговор о возможности успешного наступления немцев и нашем вынужденном отходе Мехлис считал вредными, а меры предосторожности излишними. 28 марта 1942 года на совещании у Гитлера был утвержден план наступления в Крыму под кодовым названием «Охота на дров». 5 апреля 11-й армии Манштейна была поставлена задача очистить Керченский полуостров и овладеть Севастополем. Скрыть передвижение войск в голой степи было невозможно. Во второй половине апреля войсковая и воздушная разведки постоянно докладывали советскому командованию о подозрительной активности противника. 6 мая от начальника штаба Северо-Кавказского направления генерал-майора Захарова поступила важная информация. Перелетевший линию фронта летчик-хорват предупреждал, что в скором времени немцы готовятся атаковать. В ночь на 7 мая Военный совет Крымского фронта направил в войска необходимые распоряжения. Но сделано это было так неспешно, что к утру они дошли даже не до всех командующих армиями. Впоследствии немцы воспользовались фактором внезапности. Утром 7 мая на штабы, узлы и линии связи советских войск обрушилась лавина бомбардировщиков и штурмовиков. Большая часть заранее разведанных ими командных пунктов была сразу же уничтожена. Погиб командующий 51-й армией генерал-лейтенант Львов. Его заместитель генерал-майор Баранов был тяжело ранен. Нарушилась проводная связь. 8 мая утром в 5 часов 30 минут после артподготовки при полном господстве авиации в полосе советской 44-й армии началось наступление 30-го армейского корпуса. На острие главного удара действовала 132-я пехотная дивизия генерала Фрица Линдемана. К исходу дня обе полосы обороны армии были прорваны. Успеху противника способствовала и высадка немцами на неохраняемый берег шлюпочного десанта с моря в тылу 63-й горно-стрелковой дивизии, тем самым вызвав панику. В штабе фронта полагали, что противник, если решится атаковать, то нанесет главный удар вдоль железной дороги Джанкой-Керчь. Чтобы внушить эту мысль советскому командованию, немцы проводили там ложные перемещения войск. В реальности основным стало южное направление по берегу Черного моря. 9 мая немецкое командование наращивало силу удара, введя в бой 170-ю пехотную дивизию. Также начала наступление немецкая 22-я танковая. К 10 мая
Она прорвалась в глубину обороны Крымского фронта и развернулась на север. Запланированный на 9 мая контрудар с севера по наступавшим вдоль Черноморского побережья 3 немецким дивизиям не состоялся, поскольку командование занялось передачей ряда соединений из 44-й в 51-ю армию. Моторизованная бригада Гродека во второй половине дня 9 мая овладела аэродромами Харджибие, Карангид, к 8 вечера вышла в район Марфовки, захватив и уничтожив на земле 58 советских самолетов. Утром 10 мая Ставка приказал отвести войска к турецкому валу в 25 километрах от Керчи и занять там оборону. Приказ на отвод армии был получен из штаба фронта лишь к концу 10 мая, а начали его выполнять еще сутки спустя. К тому моменту передовые части немцев уже вышли к турецкому валу, и до Керчи им осталось чуть более 30 километров. 11 мая немецкая 22-я танковая дивизия, повернув на север, вышла к побережью Азовского моря. В тылу у нее остались 8 советских дивизий. Начавшие отход советские войска подвергались постоянным ударам авиации и сосредоточенному огню артиллерии. 13 мая немцы сходу преодолели турецкий вал. Попытки организовать там оборону успехом не увенчались. Оборонять Керчь было нечем. Противник прорвался на ее окраины. В тот же день в Керчь прилетел главком северокавказского направления Буденный и приказал немедленно начинать эвакуацию. Мехлис телеграфировал Сталину: «Бои идут на окраинах Керчи, напрягаем последние усилия. Эвакуация техники и людей будет незначительной. Мы опозорили страну и должны быть прокляты». Подразделения на позициях продолжали стойко сражаться до конца, прикрывая отход. Остальные скопились на пристанях. Стало ясно, что на судах мест для всех не хватит. Около 4 часов дня немцы подошли уже к причалам. Для эвакуации удалось собрать около 160 судов разного размера. Около 17 тысяч человек переправили рыбаки. Многие спасались вплавь. К исходу 15 мая немцы овладели Керчью. Разобщенные остатки советских войск еще дрались в 3 узлах сопротивления. Эвакуация оттуда под непрерывным огнем продолжалась по 20 мая. Всего с 14 по 20 мая были эвакуированы около 120 тысяч красноармейцев, из которых треть раненые. Безвозвратные потери составили более 160 тысяч человек. Войска Крымского фронта в районе Керчи потерпели сокрушительное поражение. В результате положение на южном фланге Советско-Германского фронта значительно ухудшилось. Теперь немецкое командование могло использовать все силы 11-й армии для решающего штурма Севастополя.